Эту историю мне поведали двое рыбаков из Волгоградской области – Семен Васильевич и Петр. Оба они люди старой закалки, уже давно на пенсии, но по-прежнему крепкие духом и преданные своему любимому делу. В тот день они отправились на дальний кордон, в место, которое между собой называли Заветным. Именно там когда-то рыбачили их отцы, и для них это было не просто место, а часть семейной памяти. Мужчины плыли на старой, но надежной лодке, неспешно переговариваясь. Они вспоминали прошлое, родителей, обсуждали жизнь и то, как сильно изменилась река за последние десятилетия. Вокруг царила тишина и умиротворение, нарушаемые лишь плеском воды и редкими криками птиц. Но спокойствие длилось недолго. В какой-то момент спиннинг Петра резко согнулся, последовала мощная поклевка. Рыба вела себя необычно, не делала резких рывков, а тяжело тянула вниз, словно прижимаясь ко дну всей своей массой. По опыту рыбаки сразу поняли, на крючке что-то очень крупное, скорее всего, сом. Борьба оказалась долгой и изматывающей, продолжалась почти полчаса. Когда, наконец, удалось подтянуть добычу к поверхности и аккуратно завести ее в подсак, мужчины увидели огромного сома, покрытого старыми шрамами. Однако больше всего их поразила его пасть. Она была странно приоткрыта, а внутри виднелся массивный металлический предмет, полностью обросший ракушками и слоем ила. Уже на берегу Семен Васильевич и Петр осторожно извлекли находку. Они долго очищали металл от наростов, и когда, наконец, предмет стал различим, у обоих задрожали руки. Это оказался орден Красной Звезды. Несмотря на годы, проведенные под водой, номер на обратной стороне сохранился и читался довольно четко. Опытные рыбаки сразу поняли, такая вещь не могла оказаться в реке случайно. Они знали, что во время войны в этих местах шли ожесточенные бои за переправу, хотя в архивах информации о крупных потерях именно в этой точке было немного. Семен Васильевич настоял на том, чтобы немедленно сообщить о находке в полицию и поисковый отряд. Уже через 1,5 часа на берег прибыли специалисты, а вместе с ними и наряд ОМОНа. По протоколу место оцепили. В подобных случаях на дне часто обнаруживают не разорвавшиеся боеприпасы или затонувшую военную технику. Вскоре начались водолазные работы. Предчувствие рыбаков оказалось не напрасным. Спустя несколько дней со дна реки подняли фрагменты советского танка, ушедшего под воду во время боев. По номеру ордена, найденного в пасти сома, удалось быстро установить личность командира экипажа. Все это время он числился пропавшим без вести, и его семья долгие годы ничего не знала о его судьбе. Награду и найденные личные вещи торжественно передали внукам офицера, которые специально приехали на место подъема техники. Семен Васильевич и Петр тоже присутствовали при этом. Они ясно осознавали, что их случайная рыбалка помогла поставить точку в судьбе человека, чья история оставалась незавершенной десятилетиями. Так в очередной раз подтвердилась старая истина: никто не забыт, и ничто не забыто. Друзья, если вам понравилась эта история, поддержите ее лайком и подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходят новые авторские рассказы.